Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Добро пожаловать на мой канал новеньким подписчикам. Как вы поняли по названию, у меня сегодня будет видео про мою коллекцию косметики. Это бронзеры. Кто любит обзоры декоративки, продолжайте меня смотреть, устраивайтесь поудобнее, потому что видео будет достаточно долгим. Ну что, поехали, я вам покажу все свои бронзеры в своей, то есть коллекции. Начну я вот с этого бронзера. Это бронзер от Essence, который называется Sun Club Matte Bronzing Powder. У меня в оттенке 02. Эти бронзеры до сих пор есть в коллекции Essence, но они чуть-чуть сейчас перевыпустят, там, по-моему, волнами. Они такими квадратиками. Есть в 10 номере и в 20 номере. Хороший матовый бронзер, очень красивый, лежит прекрасно на лице. Давайте я вам покажу сводчи. Много я не буду говорить про бронзер, потому что слишком затянется время на видео. В общем, вот такой у меня бронзер есть в коллекции. Как видите, крышечка здесь, конечно, пострадала. Следующий бронзер у меня будет кремовый, тоже от Essence. Один из моих любимых бронзеров. Он у меня сейчас находится в косметичке. У меня в 10 номере. Шикарный просто бронзер. Я его очень люблю. Тушуется прекрасно. Держится на моем лице весь день. Есть аромат такой арбузика или дыни. Дальше у меня также из стиков есть вот такой от Catrice. Это давний их выпуск. Его уже нет в продаже. У меня в оттенке 10. Warm Brown. Вот это такой контуринг, достаточно знаменитый, был тоже на YouTube, его многие хвалили и, по-моему, сравнивали не то с Fenty Beauty, не то не знаю с кем. Но он единственное, что очень пачкает упаковку, ну тоже шикарный бронзер, заметьте, этот светлый, этот немного темный. Хороший контуринг, то есть не бронзер, а вот, как мне можно сказать, контуринг. Даже здесь это написано. Вот такой у меня есть. Давайте перейдем к следующему бронзеру. Это бронзер от Catrice, знаменитый бронзер. Он, мне кажется, уже есть у всех. Хороший бронзер, и вправду, я его тоже очень-очень люблю. Это такой шиммерный, красивый бронзер, который подходит, мне кажется, всем. Вот такой у меня есть в коллекции бронзер. Следующий от Catrice. Вот такой бронзер есть тоже. У многих он есть. У меня в оттенке 20. Также есть и в 10. Я взяла в темном оттенке. Достаточно пигментированный бронзер. Его надо наносить очень легкой пушистой кисточкой, чтобы не напятнить. Ой, пахнет, кстати, маслом. Он у меня сейчас находится в косметичке. Вот такой вот бронзер. Следующий бронзер от Catrice. Это бронзер кремовый. Вот так он называется. Он вышел в том году. Тоже наделал много шума. У меня в оттенке 20. Это темный цвет. Он застыл сейчас. Давайте я его сейчас уберу верхний слой и покажу вам сводч. Тоже хороший бронзер. Мне нравится. Не сказать вау. Повторять, конечно же, я его не буду. Потому что, как вы видите, он застывает. Вот такой бронзер. Еще один бронзер в моей коллекции от Catrice. Sun Glow, оттенок 30. Тоже очень хороший бронзер. Это матовый бронзер. Здесь матовый написано. Да, матовый, но он такой шелковистый. Ну, есть немного такой вот шиммер, но блесток никаких нет. Тоже прекрасный бронзер. Он до сих пор есть у них в линейке. Вот. Следующий бронзер, это у меня будет бронзер из Project Pen. Давайте я вам покажу. Шикарный бронзер. Жалко, что они его не выпускают больше. Это у меня, это лимитированная коллекция была. Есть хайлайтеры и бронзеры. Это у меня бронзер. Это шикарный бронзер. Я его перепрессовала как раз на днях, потому что он был по краям. Неудобно было набирать кисточкой. Я обожаю этот бронзер. Вы посмотрите, какой он красивый. Цвет такой, знаете, и в пир, и в мир подойдет тоже всем.
шикарный, просто тушуется прекрасно на лице. Также они выпустили в 2023 году вот такой бронзер, очень похож с этой упаковкой, но намного больше, здесь качество совсем другое. Так, здесь 17,8 грамм, кстати, а где сделан вот этот? Смотрите, этот бронзер сделан в Тайване, поэтому у него качество другое. Ну, а этот бронзер сделан в Китае, он веганский, здесь есть зеркало. Обыкновенный бронзер, который есть у Catrice и у Essence всегда в коллекции. Он шелковый, матовый бронзер. Но если бы выбирать, то я бы выбрала, конечно же, вот этот. Давайте я вам покажу сводч. Как вы видите, оттенок здесь совсем другой. Еще один бронзер от Catrice. Тоже прекрасный бронзер. Я его тоже часто беру, использую. Это бронзер называется Bronze Way to Maui. Это, по-моему, года 2 или 3 назад он вышел. Вот так он называется. Сделан он в Польше. У них каждый год выходит такая коллекция, и в Catrice, и в Essence. Также была другая там палетка побольше. Очень красивый бронзер, матовый, шелковистый такой вот бронзер. Здесь был вот такой вот красивый рисунок. Вот. И давайте я вам покажу здесь сводч. Смотрите, тоже шелковистый, красивый бронзер. Еще один бронзер в моей коллекции от Luxe Visage. Успела тогда приобрести я на Makeup, когда была белорусская косметика, но, к сожалению, сейчас на этом сайте нет ни белорусской, никакой косметики. Просто разобрали все. Хороший бронзер, очень его сильно хвалят. Не сказать, что вау, я уже про это говорила, но нормальный бронзер. Хотелось бы попробовать и другие бронзеры от белорусской косметики, но, к сожалению, у нас этого здесь нет. Такой вот немного шиммерный бронзер. Также есть у меня знаменитый бронзер от Wet n Wild. Ему уже много лет, наверное, года 3. Вот так он называется. Эти бронзеры можно до сих пор найти. Единственное, что его надо наслаивать, потому что он достаточно такой невидный, можно сказать, или набирать надо очень жесткой такой кистью, не натуральной, чтобы что-то было видно. Также я видела в ТикТок, чтобы был яркий, одна девушка его вспрыснула и нанесла. Но я еще так не пробовала, надо попробовать. Вот такой вот он шиммерный бронзер. Давайте покажу. Вот. Он достаточно такой блестючий. Конечно, хайлайтер уже потом не надо наносить. И он более такой летний. Еще от Eveline. Люблю тоже этот бренд. Вот так называется этот бронзер. Go Hawaii в первом оттенке. Тоже у всех он есть. Ну и, конечно же, приобрела и я его себе. Хороший бронзер. Тушуется прекрасно. Лежит красиво на лице. Также у меня, что еще есть? Давайте перейдем к Revolution. Мой один из самых любимых брендов. Вот такой вот бронзер. Тоже его можно найти в линейке у Revolution. Знаменитые бронзеры. Он тоже такой вот с рыжинкой. Мне кажется, это более такой летний, загарный бронзер. Я тоже его очень люблю. Смотрите, он достаточно пигментированный. Вот. Также от Revolution у меня есть палетка, но я вам ее сейчас чуть позже покажу, когда я начну показывать палетки для лица. Еще у меня есть бронзер от Moa Academy. Тоже хороший бренд, очень популярный. Он делается в Китае, но это, по-моему, если я не ошибаюсь, это британский бренд. Он у нас очень тоже популярный. Очень популярный вот этот бронзер. Его прям так все хвалили наши бьюти-блогеры. Вот. Красивый бронзер. Немного жестковатый. Вот. Очень темный и очень пигментированный. Он такой как-то... Он более такой кремообразный, можно сказать. Смотрите. Красивый бронзер. Также у меня есть
бронзер из Project Pen. Это бронзер от Pupa. Хороший бронзер. У меня в оттенке это второй. Так, здесь есть зеркало. Вот такой вот бронзер. Здесь, по-моему, была даже пуховочка, но я ее убрала. Тоже тушуется шикарно. Он у меня в Project Pen. Вот, люблю я тоже этот бронзер. Так, давайте я вам здесь покажу. Тоже очень красивый матовый бронзер. Еще у меня есть бронзер вот из новинок. Это бронзер Liren. Но этот бронзер почему-то на мне розовит. Не знаю. Румяна здесь шикарный цвет, просто супер. Неудобно, кстати, набирать бронзер. У меня большая кисточка, ну ладно, это не проблема. Но почему-то на мне этот бронзер розовит. Я его посмотрела на дневном свете, думаю, что у меня розовый бронзер. Видно, это не подходит мне, к моему типу лица, цвета лица. Вот. А так бронзер шикарный. Ну, я его буду, конечно же, использовать. Что же его тут теперь выбрасывать? Нет, конечно же. Давайте я вам здесь покажу. Тоже такой шиммерный бронзер, красивый. Есть у меня и вот такой бронзер от бренда Lovely. Это польский бренд, достаточно тоже популярный. Я как увидела этот бронзер, мне он сразу понравился, потому что у меня нет в коллекции такого блестящего бронзера, очень красивый. И я решила его приобрести. Ну, он, конечно, такой вот яркий, праздничный. Вот такой вот бронзер. И последняя моя новинка, которую я приобрела на днях. Я вам показывала его в своих покупках. Вот такой матрасик от бренда Rimmel в оттенке 001. Сделан он в Китае. Еще не пробовал на лице, но я давно посмотрела на этот бронзер и наконец-то его себе приобрела. Достаточно бюджетный бронзер. Красивый бронзер. Он шиммерный, но блесток не видно. Там очень-очень они такие мелкие. Давайте теперь я покажу вам палетки для лица, где есть бронзеры. Вот такой у меня есть бронзер в палетке от iHeart Revolution. Классный бронзер, его можно до сих пор найти. Здесь у меня, как видите, появилась донышко. Хороший тоже такой шелковистый матовый бронзер. Есть до сих пор аромат шоколада. Смотрите, он такой более с серинкой, не такой рыжий. Вот такая палетка от Lovely. Это тоже у меня с Project Pen. Очень хороший здесь бронзер контуринг. Извините. Мне очень нравится контурировать им нос. Ну и вообще он прекрасный контуринг. Мне очень нравится. Но я в основном им делаю себе нос. Корректирую там второй подбородок и все такое. Прекрасный цвет, ложится тоже очень хорошо. Тоже, видите, он такой с серинкой. Из последних тоже моих новинок Essence. Тоже он и бронзер, и контуринг для меня. Не такой уж и серый, но хорошая палетка. У меня в 10 номере. Вот такой вот здесь цвет. Следующая палетка от Stellary, тоже знаменитая, хороший здесь бронзер тоже. Кто бронзер говорит, кто контурик, мягкий, шелковистый. Мне нравится, тоже им часто пользовалась. Вот. Он немного другого цвета. Давайте перейдем теперь к моей палетке от Physician Formula. Классная палетка. Вообще супер палетка. Кстати, а где она сделана? Потому что сейчас Physician Formula выпускают, говорят, в Китае. Да, тоже это уже в Китае. Но качество хорошее, мне нравится.
Вот такая вот малышка. Здесь бронзер тоже шикарнейший. Шелковистый, мягкий, без всяких блесток. Тоже есть аромат. Ну, думаю, многие знают этот бронзер. Также палетка от WC. Он хороший бренд, мне очень даже он нравится. Но на YouTube про него очень мало говорят. Почему-то в Европе он достаточно популярный и один из бюджетных брендов. Здесь тоже красивый очень бронзер. Даже не бронзер, а контурик, можно сказать. Хотя на палетке написано, что это бронзер. Но он с такой серинкой. Это матовый, очень пигментированный бронзер. У меня эта палетка в оттенке Light. Есть и более темнее. Тоже пигментация хорошая. Он немного такой вот, я смотрю, шиммерный. Ну, блесток никаких здесь нету. Еще одна палетка. Это палетка от Sephora. Давняя палетка. Sephora хороший бренд, я слышала, но у меня только вот эта вот палетка есть. Видела у девочек тени. Вот здесь есть вот такой красивый тоже бронзер. Он матовый. Такой не светлый и не темный. Из палеток для лица у меня есть палетка от Seventeen, греческий бренд, как я уже говорила. Здесь тоже есть зеркало, и здесь есть вот такой рыжий-рыжий бронзер. Вот. Красивый тоже. Но я его редко почему-то использую. Он тоже, мне кажется, не всем девочкам подойдет, потому что он очень рыженький. И палетка от Revolution с блогером Рокси Сейрус. Также ее канал называется. Это блогер-миллионник, англоязычный блогер. Здесь очень красивые бронзеры. Здесь бронзеры на любой цвет и на любую внешность, для светленьких и для темненьких. Вот это для меня, конечно, светловат. Я часто пользуюсь вот этим бронзером. Они такие более кремовые. Вот более кремовые это вот эти вот два. И вот такие два темных. Вот это тоже хороший цвет. Такая вот палетка с хайлайтерами. Вот светлый, более такой носибельный, более темный и очень темный. Очень пигментированная палетка. И эти бронзеры тоже надо носить легкой кисточкой. Вот такая у меня коллекция бронзеров, девочки. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.